Девочки мои со школы пришли. Заходите, заходите. Привет, мама. Мама, хотите знать, что мы пели песню, мы открыли дверь, и все даже на втором этаже слушали, как мы пели песню. Весь ваш класс? Да. А песня какая? Песня про кузнечика. Да, ты, ну-ка чуть-чуть напой. Голубого ручейка начинается, и кузнечик запеликает на скрипке. В камеру смотри. С голубого ручейка начинается начинается века, и кузнечик запеликает на скрипке. Молодцы. Но я еще сегодня не записывала. Поздоровайтесь, скажите. Добрый день, дорогие зрители. Добрый день, друзья. Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня, раздевайтесь, мы здороваемся с вами. Начинается утро вот с этих двух красоток, которые пришли со школы, которые... А? Я со школы ходила. Да ты чё? Ну давай быстрее. А меня пересадили на другой. С кем ты теперь сидишь? Я одна сидела. Почему? Ты плохо себя вела? Нет, просто там мало детей было. Да ты чё? Сразу обуточки в полочку и достаем. И тапочки, помнишь, Снежан, ты кроссовки взяла, а тапочки убрала на место. Вот они, тапочки, чтобы никогда не терять. У нас щенок, он все растаскивает. Мама, я хочу... Мама, почему? Ну, свет погас, ну. Здравствуйте, дорогие наши друзья, гости. Девчонки пришли со школы, уже с вами поздоровались. Ну, теперь я. Я, как всегда, хлопочу на кухне, скоро ребятишки приедут. У нас сегодня у родителей гости, но они к нам будут заходить. Моего мужа старшая сестра Людмила приезжает сюда в гости. Она была летом и опять приезжает. Поэтому мужчины сегодня будут встречать их в Краснодаре в аэропорту. А я варю суп с рожками. Сегодня у нас просто суп с рожками. Творожок поставила на 11 литров. У меня здесь 3 трехлитровые банки молока, 9 литров и 2 литра кислого молока. Такое я сделала. Здесь варится мяско. Расскажи. Смотрите, сколько, скажи, я браслет. Смотрите, сколько Снежана вам показывает браслетов. У нее браслет на пальце с резиночек. На руке 1, 2, 3, 4, 5. И на шее 1. Ты наделала, сама наделала? Да. Сама наделала, с Анютой там закрылись. Анюта покажет, иди сюда. У Анюты поменьше, но Анюта... Я сделала наручники, вот такие. Браслет. Да, такие наручники. Давайте. У них целая такая шкатулка. А? Привет, Василиса. Дети начинают собираться со школы. После школы, доча, ручки хорошо мой. Прям мой. Обувь сразу на полочку убирай, чтобы щенок не таскал. У нас щенок, вот только разуешься, тапочки снимешь, молнией подбегает, хватает и потащил. Моника раньше так делала, она и сейчас, но она только мои, у нее привычка. Мои, вот я ушла на секунду, прихожу, все, мои тапочки уже у меня на кровати или у кого-нибудь на кровати. Да. А щенок все подряд. Сейчас морковочку с лучком зажарю в супчик. Творог надо сюда переставить. Горячий. Творог переставлю, а то всю плиту занял. Вот. Супчик ставлю. Мяско варилось. Процедила бульончик. Мяско. Сейчас уже картошечку буду забрасывать.
Сегодня смотрела дневник домохозяйки Аллы. Она говорит, что их уже на карантин посадили. Грустно, значит, нас тоже скоро посадят. Уже люди про это разговаривают. Смотрела многодетные денечки. Любин. Люба говорит, что ей сказали, что после 7 числа Краснодарский край посадят. Грустно. Дети спрашивают, мы вообще засели, никуда не выезжаем. Надо хоть успеть на горячий источник, что ли, съездить. Я, может быть, побоюсь купаться со своими легкими. Ну, хоть дети, хоть муж, все, муж хочет. Я когда сказала Ивану, говорю, а я, наверное, купаться побоюсь. А он говорит, ну и хорошо, нам нужен человек, который будет смотреть за всем, стол накрывать. Да, и сейчас как раз каникулы будут. Поздоровайся. Вот сюда на мое место. Всем привет. Да. Сейчас как раз каникулы будут. Надо съездить на горячий источник, хотя бы успеть, чтобы дети отдохнули. Слишком долго засиделись, вообще однообразие надоело. Картошечку. Супчик будет просто вермишелька и яичко, и зажарочка. Я макфой пользуюсь вермишелькой. Кто-то пишет, им не нравится. Ну, я чаще ее беру. Недавно, совсем, наверное, неделя прошла, как я мыла холодильник, а опять весь грязный. Тот холодильник, где мы простые продукты ставим, не которые на хранение, вот в который все вот суем. Ой, опять какой! Банки из-под молока, вроде и так доставал, надо сегодня полки поперемыть. Как будто и не мыло. Чесночок обязательно. Я вот в фарш перестала чеснок добавлять. У меня постоянно какая-то кислота, и Иван не хочет. Хотя, когда в детстве я была, у нас дома много добавлялось в фарш чеснока. А я сейчас только лучок в фарш добавляю. И что-то как-то нам и не надо, и вкусно получается. Лучка хорошо так добавляю, и все. Сейчас Костя позвонил. Говорит, мама, я иду домой. Вообще, вот Костя сколько дней уже дома. Получается, 2-я неделя пошла. Мы его в тот понедельник забрали. В этот понедельник была неделя. Мне порой аж на сердце, знаете, захлестывает. Видать, на подсознательном уровне, не ожидая от самого себя, он перепугался, что он находился один в больнице. Хотя мы почти каждый день приезжали. Там несколько дней мы через день приезжали, когда не могли. А так каждый день приезжали и привозили ему. Он столько игрушек привез, я даже не ожидала, что мы ему столько купили. Костя, сына, это ты? А, это девчонки, вы пришли, заходите. И вот он все равно, видать, на подсознательном уровне перепугался. Вообще он у нас такой был забияка, как сказать, огрызун. Там, иди это сделай, а почему, а зачем? Он единственный вот из малышей у меня был такой. Сейчас, он настолько боится меня расстроить, он настолько боится что-то сделать, я прям смотрю за ним, я его не узнаю. Сейчас, доченька, что мы? Он настолько, ой, в какой куртке походила, он настолько боится что-то сделать. И такой, что, доча?
Ой-ой-ой, какие косички наделала. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы почитали или нет? Нет. Ну, надо почитать. Вы чем-то занимаетесь, я не пойму. А читать когда? А читать иду уже. А Костя пришел? Он как... Нет, Костя позвонил, что сейчас придет. Надо курточку красиво повешать, вытащить рукава. Смотри, ты их туда заправила. Девчонки ходили, бабушки хвастались браслетами. И это настолько стал он ценить отношения, боится расстроить. И так прям в глаза смотрит. И, ну, вообще, я даже описать это не могу. Видать, стресс хороший пережил. Вот смотрите, по идее, Анюта, нельзя дочь в двери руки в дырочку совать. Нет, сначала надо почитать. Вы уже взрослые, вы школьницы, и я уже на протяжении часа не могу вас побудить почитать. Да, дочь, ты очень красивая, очень красивые у тебя браслеты, но надо почитать. Да, я иду. Давайте. Идите к бабушке почитайте. Я согласна, еще одна конфетка получу. А, ты согласна, потому что когда вы туда приходите, вам дают конфетки? Да, когда я пришла, дедушка сказала, придете читать еще получится. А, да? Ну, бегите тогда за конфетами или читать. Ну, надо хорошо почитать, чтобы Мама, дедушка... можно, когда я приду, я тебе еще почитаю? Отлично, я с радостью послушаю. Это даже хорошо, что вы почитаете по 2 раза. Все, давай, давай. Не дают с вами поговорить. Я только суп сварила, присела. Сейчас буду накрывать. Дети приходят потихонечку. Ну, и про Костю все-таки, насколько... Костя единственный. Вот получается, вообще в марте было 2 года только, как Костя с нами. Потому что мы как раз накануне переезда сюда, в марте мы деток взяли, а в июне мы поехали сюда. Костя, Василиса и Никита. И мы помним, когда приехали к нам сюда, то мы с Иваном уехали по делам. И приезжаем, и Костя перепуганный на стуле сидит. У нас бабушка была дома, они еще тут не жили, она была у нас в гостях. Дома была идеальная чистота, холодильник был полный. И дети кричат, что мама, 3 тетеньки к нам приходили. Я уже про это рассказывала где-то в каком-то видео. И когда я начала спрашивать, кто, бабушка говорит, я не знаю кто. Они, говорят, вот зашли, и одна прям везде ходила, все открывала, все комнаты, холодильники, ну то есть все. И смотрела. А я в этот день была в опеке. А Костя, смотрю, перепуганный на стульчике сидел. Он испугался, что приехали их забирать. Я звоню в опеку, говорю специалисту, говорю, вы у нас были, пока нас не было. Она говорит, прям, никто у вас не был. Я говорю, а кто-то еще может приехать, кроме вас? Нет. И потом со временем я пришла в поликлинику. Это, оказывается, приходило 2 медсестры и одна, по-моему, соцработник в поликлинику. И медсестра-педиатр сказала, мы были у вас. И я еще говорю, а я думаю, что за активисты к нам приходили. Она так посмотрела на меня. Я была удивлена, потому что они не должны были приходить, тем более ходить по нашему дому. То есть не было никакого сигнала, ничего. И Костя вот тогда первый раз перепугался, и сейчас его первый раз положили в больницу. И он хорошо напугался. Он стал вот полностью пока другим человеком. Он даже если они что-то с Максимом пакостничают, он уже так не пакостничает, Максим затирается первый. Но он настолько искренне раскаивается, когда что-то делает. И каждый день говорит, мама, я тебя очень сильно люблю. И вот с больницы звонил, с больницы звонил, Снежанке звонит, и слышу, ей говорит, Снежана, я папу люблю, Снежан, я маму люблю, я всю семью люблю. Я ни грамма не преувеличиваю. Представляете, какие чувства у него тронули? Может быть, полезно всех деток ложить в больницу. Но нехороший метод, конечно.
Ну, вот так поделилась вам чувствами, которые испытал Костя, и которые я сейчас до сих пор испытываю, наблюдая за ним. Ну, как бы мне приятно, но мне как-то больно, что ребенок это испытывает. Мама, мне что-то помята салфетка. Ну, это не помято, это их Рома так постирал, он так замочил их в тазик, да, сынок? А потом я хочу по-паласту. Ромочка наводил чистоту. Они сейчас разгладятся. Мы уже их стирали не один раз. Да, дети усаживаются на очередной перекус. Уже доедают насильственно. Ты хотела супчик? Ром, ну налей. Ну ты не говорила. Я говорила, Василиса захотел вкусненькое туда. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Кушают супчик. Разные печеньки вчера мы опять в экспрессе набирали. Наедайтесь, потому что кефир будет поздно. А сейчас время 6 час. Все дети в сборе. Мама одна, папы нету. Ну, детки все в сборе. Это нет, хлебушек сверху печенек не надо. Надо в тарелочку положить. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Бон аппетиты. Аж как надо сказать спасибо? А, нет. Thanks. Thanks. Ага. Жест. Здорово такой. Да, приятного аппетита, я кофе попью. Хлебушек мне не надо, я ж не ем. Посередочке ставьте там, кому надо. Мне не надо кофе. Ой. Бон аппетит. Бон аппетит. Угу. Супчик мама сегодня варила с вермишелькой. Давай мне его. Рома у нас не кушает мясо, начинает все вылавливать из супа. Ты можешь спустить подучить? А я нет. Мама, а я ем. Помнишь, я с тобой учу, Владик? И с Ромой училась, с тобой училась, Костя теперь учили. Потом с кем? Ой. С моим. Что сегодня интересного у кого было? У меня супер интересно. Что, я с друзьями разговаривала на перемене. Да. У тебя всегда так. Мне сегодня в школе я вот хожу и не успеваю разговаривать. Да ты чё? А я сегодня научился прыгать на скакалке и бегать. Молодец. На физкультуре? Понятно. Мне понравилось на физре то, что мы кидали мячики об стенку и должны в обруч попасть. У меня то самое. У тебя все то же самое? То же самое. Ничего не меняется. Да ты чё? Жизнь такая, уже 5 лет одно и то же, да? Мне понравилось то, что сегодня на уроке математики у меня подруга, у нее, ну, она сломала руку, сняли гипс ей, но она еще немного болела. Меня вызвали к доске, чтобы она мне диктовала, а я писала. То есть ты была ее руками? Да. Ну, ничего так. Что платили? Мне сегодня в школе подружили с своими друзьями. Это разговаривать в туалете. Разговаривала в туалете в школе с друзьями? Какое крутое дело. Чтобы никто не подслушал. Да ты чё? Мама, а мои подруги сказали, чтобы я с ними приезжала. Пешком пошла? Скажи нет, за мной приезжают. На лимузине. Инши. Ну, я вещь. Что там происходит? Чё, не будем ждать кефира? Попрощаемся? Скажем до свидания? Сегодня мой ролик начинала Снежана с Анютой. Они пришли со школы и здоровались со всеми, да? Ванечка, попрощайся. Пока. Скажи пока-пока-пока-пока. Ну все.